Хочешь интервью, я проведу со львом. А ты лайк поставил? People, come on. Это супер выпуск в парке у зверей. Подпишись на нас, ведь с нами веселей. Хочешь интервью, я проведу со львом. А ты лайк поставил? People, come on. Это супер выпуск в парке у зверей. Подпишись на нас, ведь с нами веселей. Привет, друзья, и гости нашего канала. Будьте частью моей истории и подписывайтесь на канал. Лев – это царь зверей. Сегодня я и наша команда встретятся с настоящей легендой. Его имя Олег Алексеевич Зубков. Олег Зубков – это босс Ялтинского зоопарка. Сказка. Директор самого крутого парка. Парк Тайган. Не переключайтесь, будет очень интересно. Привет! Сегодня у нас в гостях кто? Олег Алексеевич Зубков. Это парк Тайган. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Здравствуйте. 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 Итак, наш первый вопрос. Почему вы выбрали львов? Ну, потому что львы, они цари зверей, потому что они очень красивые, потому что они очень восторгают воображение и взрослых, и детей, потому что они не едят растения, которых там вот в саванне много, цветы, и они очень красиво выглядят. И плюс еще у них, я научился их размножать, разводить. И поскольку еще у меня в характере такие качества есть, я умею ими управлять. И все это в совокупности вот позволило мне выбрать именно львов для своего парка. И назвать его парк львов. Сколько львов у вас в парке? Ну, на сегодняшний день у нас больше 50 львов в парке, мы очень много производим, у нас десятки малышей в этом году родились. Вот, это самая большая коллекция львов в неволе на территории не только России, но и в Европе. Есть у вас самый любимый лев? Ну, у меня много очень львов, которых я очень люблю, и Чук, и Марсель, и Гек, и Олежка. Их знают, они очень знаменитые, многие львы, и Филя, и Витя, и Малыш очень интересный лев. Очень много львов, с которыми я иду по жизни, у каждого у них свой характер, свои обаятельные очень стороны. Вот, а Герда чего стоит белая львица, поэтому выбрать и выделить какого-то одного льва, ну, мне очень трудно. Я их всех одинаково люблю и общаюсь со всеми. Скажите, пожалуйста, почему львы вас не трогают? Вы чувствуете себя королем львов? Да, есть специальный YouTube-канал «Человек-лев». Вот, меня называют «Человек-лев», потому что я дружу со львами, я знаю их язык, я знаю их повадки. Если бы это было просто какое-то хвастовство, то меня бы съели львы, ну, если не сегодня, завтра, то послезавтра точно. А я уже много лет хожу ко львам, не просто хожу, но и вожу туда посторонних людей. И львы слушаются меня, они не съедают моих гостей, они не нападают на меня. Вот, ну, потому что я их уважаю, потому что я люблю, потому что я забочусь о них. Сколько мяса съедает один лев? Ну, в зависимости от возраста, если лев небольшой, подросток, то он съедает там 3-5 килограммов мяса. А если лев взрослый, то он съедает 7 или даже 10 килограммов мяса. Но он может съесть за один присест и даже 30 килограммов мяса, а потом несколько дней переварить и уходить голодным. Ведь все идет от природы. В природе не всегда льву удается добыть добычу. Он поймает какую-то там зебру или антилопу и по максимуму съест там 20-30 килограммов, а потом, да, набьет пузо, ложится на солнышке, переваривает его. Вот, ну, такова природа хищников. Вот, и поэтому, и потом он через несколько дней опять голодный, злой и опять ищет свою жертву среди саванны. Расскажите своего первого льва, если вы его помните. Ну, конечно, первого льва никогда не забудешь, ведь я его приобрел маленьким львенком в Харьковском зоопарке. Симба, он рос со мной в вагончике, вот, ходил под ногами, и я был потрясен вообще, что растет лев. Ну вот, и он вырос во взрослого льва, есть замечательные фотографии, где он уже взрослый, 2,5 года, у него грива растет, а я подхожу к его домику, и он обнимает меня вот так лапами сверху. Это была замечательная фотография, замечательный первый мой опыт общения со львами. Ну а потом было много-много других львов, которых я вырастил.
А у вас нет в планах случайно сделать что-нибудь подобное в Европе? Ведь я думаю, что в этом будет большая перспектива. И действительно, вот мы приехали из Ирландии, мы нигде такого еще не видели. Ну, есть хорошие зоопарки и в Дублине, и в Корке, и в Лондоне. Но то, что здесь, мы действительно были удивлены. И нам очень понравилось. Есть ли у вас в планах что-то подобное открыть в Европе? Я очень люблю европейские зоопарки, зоопарки Польши, Чехии, Германии, Голландии. Вот, я часто путешествую по ним, учусь у них многому и все. Да, я создал свою модель, она вот от Олега Зубкова, вот такая, вот общение со львами, даже нестандартное, то, чего, наверное, не сделаешь даже в Европе. Планы по строительству чего-то подобного на территории европейских стран, южных стран у меня были. Вот, но, во-первых, это хозяйство, которое уже создано, оно требует меня целиком и полностью, оно требует моей защиты. Без меня, к сожалению, сегодняшние враги парка, ну просто его закроют, разорвут, растащат эти мраморные скульптуры, если хотите. Поэтому я должен здесь быть, я должен... А без меня строиться ничего не может, потому что либо ты как создатель и хозяин, и хозяйственник руководишь процессом на месте, либо чужими руками, только, как говорится в русской поговорке, можно только жар загребать. Я вывел инвестиции, которые были предназначены для строительства моих новых парков в Португалию сегодня, но там я не планирую строить вот такой парк такого масштаба. Это будет там аквапарк, это будет какая-то бизнес с недвижимостью, другой совершенно. Вот мне жаль, что так получается, я бы с удовольствием развивал еще здесь, в Крыму, устроил бы парки тигров, медведей и многое другое, но, к сожалению, времена изменились, они стали очень жестокие, непонятные, и в России, и, наверное, тоже в Европе все непонятно происходит. Поэтому в сутках 24 часа, и как бы нужно делать то, что ты сделаешь, потому что видели, вам пришлось ожидать этого интервью, потому что мы записывали какую-то передачу. Вот, ну, как-то вот так вот. Олег Алексеевич, мы наблюдаем за вашим влогом в YouTube. Мы, кстати, ссылочку оставим в описании на канал Олега Зубкова. Спасибо. Я знаю, что у вас есть кое-какие проблемы с буквами. Это так? Ну, действительно, проблем у парка очень много, особенно их стало почему-то после перехода Крыма в состав России. И буквы одна, я считаю, из позорных страниц взаимоотношений моего парка с крымскими властями. Эти буквы подлежат сносу только из-за того, что крымские власти не хотят доделать, дооформить те документы, которые были одобрены при Украине. И эти буквы сегодня внесены в книгу рекордов Гиннесса, вносятся, но уже внесены в книгу рекордов России. Сейчас являются самой большой рекламной конструкцией на территории России. Вот, и они не занимают какой-то полезной площади, они стоят на косогоре, который никогда не пахался, не сеялся, никому не нужен. Вот, и просто это из-за вредительства местных руководителей, которые не желают замечать этот парк. Они уничтожили все указатели, уничтожили все борды, ведущие в парк. Вот, они ставят препятствия в оформлении, ну, всего, что можно, собственность, недвижимость, земля, везде, где могут сделать какой-то вред, они его делают. За 5 лет не решен ни один административный вопрос по расширению парка, организации парковки, подъездных путей, информационно. Поэтому, ну, к сожалению, это реальность сегодняшнего непонятного времени такого. Никогда так не было в истории парков. Они всегда пользовались поддержкой руководства Крыма, поскольку, но лучшая картинка, вы видите, вообще сегодняшний парк. Да, пусть здесь нет указателей, пусть нет каких-то борды мы арендуем. Люди по GPS-навигаторам найдут этот парк, потому что самая главная реклама — это сарафанное радио, это народная молва, плюс интернет. Сегодня YouTube-каналы мои, только 1 миллион человек в сутки, 5 ютубов читает, видят, смотрят, и этот парк поражает воображение любого нормального человека. К сожалению, я не могу сегодня похвастаться какими-то взаимоотношениями хорошими с руководством Крыма, и отсюда идет вредительство. Этому парку запрещены все мои проекты, которые я еще хотел реализовать, но, к сожалению, такие реалии сегодня. Спасибо большое. Мы очень благодарны за то, что вы нас приняли, за то, что вы дали нам интервью. Спасибо. Я думаю, что ваши впечатления, эмоции, они лягут в основу ваших сюжетов. Вот самое главное восприятие Софии. У вас на самом деле очень большая поддержка от народа. Мы Спасибо. хотим пожелать вам удачи. Спасибо большое. И всего доброго. Хочешь интервью, я проведу со львом.